Привет, друзья! Ярослав Сумишевский – российский эстрадный певец и основатель вокального интернет-проекта «Народный махор». Свой творческий путь артист начинал с выступлений в ресторанах. Первую популярность он обрел на интернет-просторах, куда выкладывал записи своих песен. Сейчас он собирает полные концертные залы. Став известным, Ярослав помогает начинающим певцам найти своих слушателей. А мы решили рассказать о личной жизни артиста, о жене и детях Ярослава Сумишевского. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Ярослав Сумишевский и сколько он зарабатывает. Будущий артист родился 18 октября 1983 года в небольшом северном городке Шахтерск на Сахалине. Мама Ярослава работала на швейной фабрике, отец трудился на шахте, а также пел в местном вокальном ансамбле. После получения аттестата парень отправился в соседний крупный город Южно-Сахалинск, где поступил в училище искусств на специальность хорового дирижирования. Во время учебы он начал приобщаться к большой сцене, участвовать в музыкальных конкурсах, занимая первые места, а также выступал на городских торжествах. Постепенно о талантливом юноше узнали не только в родном городке, а и во всей области. Амбициозному парню хотелось всероссийского признания его таланта, и он отправился покорять Москву. Там он пошел учиться вокальному мастерству в Московский государственный университет культуры. А чтобы как-то прожить в столице, парень по вечерам пел в ресторанах, а также вел различные мероприятия. Позднее Ярослав рассказывал, что это время было по-настоящему тяжелым, ведь ему приходилось выступать до утра, развлекая пьяных гостей ресторанов. Помещения были полными табачного дыма, от которого болели глаза и першило в горле. Помимо этого, Ярослав продолжал участвовать в различных конкурсах и даже попал на проект «Народный артист», но до финала не дошел. Ярослав записывал песни в своем исполнении и выкладывал их в интернет на суд пользователей сети. Вскоре он обзавелся приличной армией почитателей своего таланта. Он понял, что в нынешнее время славы можно достичь не только на большой сцене, но также используя интернет-ресурсы. В 2013-м Сумишевский запустил собственный интернет-проект «Народный махор». Это стало новой страницей в его творческой биографии. Мужчина искал талантливых артистов, так сказать, среди народа. Он пел дуэтом с неизвестными исполнителями, потом выкладывал эти записи на свой канал в YouTube, тем самым помогая начинающим исполнителям обрести собственную аудиторию. Шоу «Народный махор» стало очень популярным, принеся известность как начинающим вокалистам, так и его создателю. Также Ярослав устраивает музыкальные флешмобы в самых разных уголках России. Артисты и его команда пели на улицах, в городском транспорте, в военных подразделениях. Эти видео он выкладывал на своем канале, чем радовал поклонников своего творчества. В жизни Ярослава Сумишевского были две женщины, которые родили артисту детей. Первый раз он женился на девушке по имени Светлана. Это был очень ранний брак, влюбленным было лишь по 18 лет. На то время парень только поступил в училище культуры. Вскоре в семье молодых случилось пополнение. Супруга родила чудесную девочку, которую назвали Ксения. Ярослав и Светлана учились, растили маленькую дочку и радовались жизни. Окончив училище, мужчина в поисках лучшей жизни отправился в Москву, а жена с дочкой остались ждать его дома. Позднее Ярослав познакомился с Натальей Бородкиной. Девушка пришла в команду певца, заняв должность концертного директора. Она сопровождала Ярослава на гастролях, решала организационные вопросы. Изначально между ними были сугубо деловые отношения, но со временем между Ярославом и Натальей вспыхнули романтические чувства. Решиться на развод Сумишевскому было очень непросто, ведь даже его мама говорила, что женщина в жизни мужчины должна быть единственной. Но после периода раздумий артист пришел к выводу, что жить нужно рядом с любимым человеком. Сказать нужные и правильные слова супруге вслух Ярослав так и не решился, поэтому отправил СМС-сообщение, в котором объявил, что уходит от Светланы. Позже он признался, что понимал, какая последует реакция, и боялся последствий. Первая жена долго не понимала и была не в силах простить такой поступок любимого мужчины. Позже экс-супруги сумели наладить отношения и продолжили общаться ради дочери Ксении. Известно, что артист купил жилье в Москве для бывшей жены и дочери. С повзрослевшей наследницей певец поддерживает родственные отношения. Дочь часто гостит у папы и даже иногда выступает с ним дуэтом. У Натальи от предыдущих отношений росла дочка Александра. Ярослав стал для нее и отцом, и другом одновременно. В 2017 году Наталья родила Ярославу сына, которого назвали Мирославом.
Этим радостным событием певец поделился со своими подписчиками, рассказав, что лично присутствовал при рождении. С Натальей, ставшей верной спутницей и музой, артист был необычайно близок. Они никогда не расставались, редко ссорились и всегда поддерживали друг друга. Посетив программу «Судьба человека», Сумишевский признался ведущему Борису Корчевникову и зрителям в зале, что любимая женщина перевернула всю его жизнь. Однако зарегистрировать отношения официально и сыграть свадьбу супруги не успели, хоть Ярослав неоднократно предлагал это Наталье и настаивал на этом. Исполнитель признается, что поход в ЗАГС все время приходилось переносить по разным причинам, но они собирались это сделать в ближайшее время. Ярослав очень жалеет, что супруга так рано ушла из жизни и не успела официально взять его фамилию. В конце января 2021 года певец ехал на очередной концерт. Наталья сопровождала мужа в поездке. Но автомобиль, в котором находились супруги, попал в серьезное ДТП, врезавшись в автоцистерну. Ярослав практически не пострадал. Водитель автоцистерны погиб на месте, а Наталья получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи делали все возможное, чтобы вернуть женщину к жизни. Родные верили, что Наталья обязательно поправится. Но, увы, чуда не произошло. Через неделю, не приходя в сознание, Наталья скончалась в больнице Красноярска. Так, в одночасье артист лишился любимой супруги, а дети – родной мамы. В своем инстаграм певец написал: «Для меня рухнул мир». Вдовец пытался найти утешение в молитве, однако затем понял, что постоянные печальные мысли о случившемся не приведут к положительным последствиям, и перестал себя корить. Сумишевский отметил, что сумел собраться с силами и продолжил выступать с концертами в память о погибшей супруге. Артист убежден, что любимая была бы рада вновь видеть его на сцене и слышать его песни. А если бы он перестал петь и закрылся в доме ото всех, то переживать это горе ему бы не стало легче. Дочь от первого брака Ксения неплохо поет, иногда выходит на сцену со своим отцом. Также она занимается любительской фотографией, но основным своим занятием девушка называет защиту животных. Она много времени проводит в приюте для бездомных собак, помогая несчастным псам. Ксения в очень хороших отношениях со своей сводной сестрой Александрой Бородкиной. Девушки почти ровесницы, они тесно дружат и всячески поддерживают друг друга. После смерти жены Ярослав полностью взял на себя заботу о ее дочке от первого брака. Александра называет певца своим отцом и благодарна ему за тепло и поддержку, которую он ей оказывает. Так распорядилась судьба, что сыну Ярослава, Мирославу, предстоит расти без мамы. Ярослав изо всех сил старается окружить малыша любовью и вниманием. Старшие сестры Ксения и Александра души не чают в своем маленьком братишке. Мирослав посещает детский сад и очень любит петь. Отец иногда берет сына с собой в студию. Там они уже успели записать пару совместных композиций. Несмотря на личную трагедию, Ярослав Сумишевский продолжает радовать поклонников своим творчеством. В 2021-м состоялся его сольный концерт в Крокус Сити Холл, который прошел с полным аншлагом. Певец гастролирует по городам России. Его выступления неизменно проходят при полном зале. Зрители награждают Ярослава Сумишевского бурными овациями и огромными букетами цветов, благодаря кумиру за душевные песни. Ярослав ведет личные страницы в соцсетях, где иногда делится с поклонниками своими планами на будущее. Он продолжает давать выступления и записывать новые видео. На одноименном YouTube-канале Сумишевского сейчас более 1 миллиона 600 тысяч подписчиков, куда артист выкладывает видео с концертов, флешмобы и моменты из личной жизни. Певец ведет рубрику «Вопрос-ответ» на своем канале. Там он рассказывает, что большинство свободного времени проводит вместе со своей семьей. Родители для Ярослава Сумишевского – самые главные люди в жизни. Его мать умерла от онкологического заболевания, но с отцом и братом он продолжает поддерживать тесную связь. Согласно информации от крупного концертного агентства, Ярослав получает за часовое исполнение минимум 300 тысяч рублей. Доход артиста постоянно растет, в том числе и за счет YouTube-канала. Друзья, давайте пожелаем артисту много ярких выступлений, безграничной фантазии и гениальности во всем. Пожелаем больших возможностей и множества поклонников таланта. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!